Вот внутренняя начинка, ультразвуковой генератор, кулер на 12 вольт, две лампы с оранжевыми светофильтрами. Вот здесь у меня стоит металлический отражатель, и с этой стороны стоит отражатель. Вот здесь, чтобы у нас пар рассеивался, я поставил от стеновых панелей кусочек. Воды наливаю примерно 800 грамм. И вот пар идет, подсветка, получается пламя. Ну а здесь простенькая схема регулировки. Можно пламя больше делать, можно меньше. Вот так выглядит у меня муляж дров. Взял березу, кору содрал, склеил. Вот эти угли, сюда обыкновенная бумага туалетная, покрыл клеем ПВА, покрасил. Вот получается муляж, вот он устанавливается сюда, и получается как натуральные дрова. Вот, видите как. А камин, вот эти кирпичики сделал. Также взял кусочки пластмассы, вырезал, приклеил. Да все просто, это все из стеновых панелей остатки. Поэтому вес камина составляет килограмм с небольшим. Все просто, ясно, работает тоже второй год. Удовольствие огромное. Звук сделал, на флешку записал потрескивание дров. Включается сюда через маленький громкоговоритель. Ну вот получается как и настоящий камин. Вот так вот выглядит камин в сборе. Могу сказать, что вот это ограждение взял в магазине, садовые товары, на грядку такие, обрезал ее, покрасил черный, белый цвет, красивое ограждение получилось. Но когда надо, вот она у меня вынимается, и вот уже начинка, так сказать. Вот включил, пламя начинает работать. Да, забыл сказать, что вот стенки внутри тканью черной обделаны. Но не шелком, шелк он отражается. Надо ткань такую, которая не дает отражения ставить. И еще с задней крышки, вот, у меня есть, значит, чтобы воздух выходил, как в настоящем камине, был поддув снизу и сверху. Тогда эффект намного лучше, чем обыкновенно делали. Вот, и сейчас я поставлю все остальное. Поставлю угли, решетку. Такие камины народ делает уже. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Вам судить. Вот через пару недель или через недельку выложу видео, изобретение свое. Такого ни у кого нет, это я могу гарантировать. Так что ждите, неделя, может 2, выложу.